остренько. Очень остренько. А, да? И вот, да, благодаря Blackpink я вот подсел на корейский соус. Мне нравится монтаж, как они там едят во время этого шоу. Это прям очень интересно. Да. Мы и сами в таком мини-шоу. В гостях у Dogfinder Корея. Да. Что вам больше понравилось? Всем привет! С вами Евгений из Dogfinder Корея. Сегодня мы с Алишером будем пробовать халяльную корейскую еду в Сеуле. Алишер – фанат Blackpink и автор канала Foodlinks. Он приехал к нам в Сеул, чтобы сделать пластическую операцию, и более подробно о ней вы можете узнать из других видео на нашем канале. В этом же видео мы познакомим вас с корейской едой и Сеулом. Мы приехали на Itaewon. Я воспользовался возможностью от команды Dogfinder Корея пойти на шопинг-тур, погулять по Сеулу. А сейчас мы пойдем пробовать халяльный ресторан корейской кухни. Пойдемте с нами. Это тайм-менеджмент, это Да. self-control. Все английские слова, которые я знаю. Fabrics. Смотря какой фабрик, смотря какой details. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Да. Это про меня. Это на самом деле про всех иностранцев, проживающих вот за границей. Да. Получается, Itaewon, он вообще популярен тем, что здесь очень много иностранцев проживает вообще в этой зоне. Очень много таких необычных кафешек, именно не корейских. Получается, сюда корейцы сами приезжают, чтобы немножко сменить обстановку. Потому что вот даже вот элементарно мы идем, до этого мы проходили, там был какой-то кубанский ресторан, вот на этой стороне вот какой-то балийский ресторан. И как бы для них это смена обстановки. А иностранцам здесь намного комфортнее жить, потому что ну, здесь одни иностранцы, как бы, и даже можно не знать особо корейский, чтобы здесь выжить. Помимо этого, допустим, если сюда приезжают какие-то нации, которые там, не едят свинину, они предпочитают халяльную еду. Здесь очень много халяльных ресторанов. А вот этот магазин, который мы проходим, они продают все товары, в основном привозные, которых нет в обычных магазинах корейских. Да, там с Америки, это все. В этом районе очень много таких ресторанов, как веганских, ну, вот я сказала, халяльные. Одно время, я не знаю, если вы смотрели дораму Itaewon Class, тоже снимали вот в этом районе. Раньше, когда только после съемок этого фильма, здесь была как бы, что как называется, случай, как будет по-русски? Был бар, получается. How do you say in English? Helicopter. Был бар, он одноименный вот с фильмом. И, получается, там было очень много людей всегда. Ну, как бы всегда здесь атмосферно, и всегда здесь что-то новое происходит. Да. Не связанное с Кореей. Вот он тот самый халяльный ресторан корейской кухни. Вы перед приездом думали, что хотите попробовать? Какой-то- Честно, нет. Нет? Посмотрим меню. Да. Много народу? Вау. Так. Халяль Korean food. Пробовали вы когда-нибудь корейский? Только рамены. Рамены. Когда ударение ставится? Рамен. Рамен это японское. Да, А рамены. рамен это корейское. Я буду tteokbokki and rice bowl. Хорошо. Наверное, давайте закажем, может быть, несколько разных блюд, чтобы вы смогли все попробовать. Да, хорошая идея. Может быть, кимчи, потому что вы в Корее, есть кимчи. Вы, кстати, ели кимчи, пока тут были? Нет. Вот, кимчи тогда нужно попробовать. Потом также я советую попробовать такальпи. Оно чуть острое, но довольно вкусное. Иностранцам прям очень заходит. Окей. Ну и бульгургена тоже очень тонная. Пугает цвет. Нет, наоборот, аппетитно очень. Да?
Получается, обычно, когда заказываешь здесь главное блюдо, всегда приносят панчаны. Панчаны — это какие-то салаты, которые можно обычно с главным блюдом, вот будут 3-4 главных блюда, и нам приносят, допустим, тарелку панчанов. Салаты можем просить, если мы все сидим еще, они дают бесплатно дополнительно. Это очень прикольно. И мне кажется, блин, действительно, так и должно быть. И небольшие закуски должны просто приносить, как сам ресторан должен давать. Да. Кити первым, да? Наверное, попробую. Самое безопасное. Да? Я надеюсь, я смогу взять это вилкой. Ой, палочками, то есть. О! Вот это получается. Очень вкусно. А, да? Сладкое или что? Такое что-то прям очень классное есть. Я просто еще люблю сладкое, А, поэтому да? мне это очень Вам это понравилось. тоже понравится. Теперь я пробую так-попки, да? Ток-попки. Горячая. Так. Остренько. Очень остренько. А, да? Но тоже классно. Тоже сладкое. При этом это еще даже, наверное, слабо острое, да? Ужас. Для меня это не острое. Oh my god! Офигеть. Для меня это супер остро. То как? Класс. Классно? Ну, давайте после такая. С сыром прям вообще. Она, наверное, не такая острая, как. Сладковатый, да? М, Вы зря не ели корейскую кухню все это время. Ура! Мне очень все понравилось. Классно. Попробуйте суп. Я думаю, наверное, нет. Okay, it's a no. Thank you. Не будете рисковать. Да. A few moments later. Меня интересует разбор такого мифа, правда это или нет. Я не знаю, уместно ли задавать такой вопрос, но правда ли, что все корейцы делают операцию, что бывает даже копят родители деньги и дарят на 18-летие деньги на операцию? Правда то, что родители могут подарить себе операцию там, на такой выпуск, это все правда. Родители никогда не... Ну, конечно, более того, консервативное население может быть против, но большинство родителей против, чтобы дети сделали операции. И делают дарят операции как подарок. То, что все корейцы делают операции, неправда. Просто именно на канале на хозяйстве там очень высокая конкуренция. И поверх того, что там все люди очень крутые, все образования, какие-то хорошие университеты, все там, допустим, знают один или два там да, например, то им еще очень важно, как они выглядят. Это тоже входит в их пакет, в их резюме. Твоя хорошая, твоя внешность. И обычно, когда ты присылаешь резюме в корейскую компанию, тогда ты должен сделать фотографию. И когда тебя отбирают, они могут не видеть, что ты человек. Вау. А какое должно быть лицо? Допустим, в компанию приходит резюме, они смотрят фотографию, и они отбирают по принципу якобы лицо выглядит добрым, приветливым, милым. Им кажется, что девушка, наверное, будет покладистая, хорошо работать. Соответственно, они подходят на интервью. Если, допустим, внешность будет такая, в стиле, знаете, как у нас любят, раскосые глаза, которые придают нашим понятиям сексуальность, скорее считается немножко грубоватый взгляд. И кажется, что такие люди немножко, как сказать, с характером. И, соответственно, с ними будет не так легко работать. Поэтому они пересмотрят, звать такой человек или нет. Вот такой есть момент. А вот, например, лисьи глазки, например, как у Дженни. Это что? Тоже считается как раскосые? Ну, хотя это обычные люди. Считается, да. Все же девочки миленькие, а вот Дженни единственный такой взгляд, томный, да, именно сексуальный. А корейцы предпочитают быть милыми. Как Джису, типа, да? Вот, кажется, Джису, да, самый такой стандарт. Да. Как давно вы ведете свой канал? Со школы, с 10 класса примерно. Это получается год 2016 примерно, 17. Я видела, кажется, в одном из ваших постов вы говорили, что вы вообще не любили кей-поп.
Но потом слушали Blackpink, Да, и у вас появилась любовь к кей-попу, вот, а именно вот к их группе. да, И получается, благодаря им, да, у вас появился канал. да. Как вы к этому пришли? Да, я вообще не любил кей-поп. Честно, мне даже было немного мерзковато от этого. Dare you talk to me? Ну, к тому же я живу в такой стране, да, где это немного так... До сих пор так относятся не очень. Но я случайно услышал их музыку, потом зашазамил, начал слушать. И полюбил Blackpink. Ну, а как вы решили вести канал? Честно, на тот момент я просто хотел раскрыть, поговорить. Я любил делать обзоры, делать, как говорят, раскрытие каких-то деталей. То есть я хотел показать, поют ли они вживую или под фотограмму. Разоблачение вам вспомню. Но это было такое, не хейтерское разоблачение, а такое. Заинтересованы? Да, заинтересованное, показать свою заинтересованность. И вот я вот помню, что вот мои первые видео были разбор их отношений, типа, как общаются Джису и Дженни, там, что случилось между их директорами группы, или там, как их поставили на премии музыкальные, где они пели свой первый трек. Вот так вот. Вот так вот я начал выпускать первое видео, а потом уже я дальше пробовал разные рубрики, обзоры, реакции, пародии, делал смешные озвучки, где я, получается, идет клип, и я озвучу его на русском. Есть такая рубрика, если бы в песне пелось о том, что происходит в клипе. Это прям моим зрителям очень нравится. Да? Да. Мне еще осталось сделать это на клип Джису, на новые клипы, в общем, Джису, Розе и Ису. А как ваши родители отреагировали на вашу любовь к Blackpink? Что вы можете в это время развивать свой канал? В целом, положительно. Им, я думаю, главное, чтобы у меня было дело, которое мне будет нравиться, которое будет носить доход, чтобы я был занятым чем-то, то есть благодаря этому я, конечно же, зарабатываю, то есть я не только сижу за ноутбуком, но также могу позволить, например, себе абонемент в тренажерный зал, чтобы не болела моя спина. Поэтому вот, они в целом рады, поддерживают. Если нужно мне снять видео, я живу с ними, и если мне нужно снять видео, чтобы я был дома один, они могут уйти или там задержаться с работы. Так вот. Классно. Думаю, даже в будущем возможно снять видео вместе с ними. Типа реакция родителей. Да. А вот после получения нашего предложения по медицинской операции, как вы решились приехать? Не было страха, что нужно ехать одному, тем более на такой большой шаг. Как бы операция все равно это большой шаг. Хотя корейцы считают, что ничего такого в этом нет. Но для нас это всегда большое решение, которое будет идти. Вот как вы к этому решились? Ну, так как я все-таки отношусь, наверное, к поколению после 2000-х, я родился в конце 2000 года, я забыл, как называется поколение, вроде бы Z, Generation Z, да? Да. Поэтому я отношусь к этому вот максимально спокойно. К тому же я слежу за Blackpink, и я понимаю эту вот культуру. Наверное, я тоже отнесся как кореец, то есть к обыденности. Поэтому страха вообще никого не было. Насчет того, чтобы поехать одному, то наоборот, я люблю вызовы. И операция для меня вызов, и поехать одному путешествовать вызов, и после находиться одному и, например, ухаживать за собой, ну, обрабатывать эти вот послеоперационные процедуры делать, в общем. Я люблю такие вызовы, поэтому только, наоборот, с большим, как страстью поехал один. Ну, и в этом году я уже путешествовал один в Таиланд, во Вьетнам, на концерт Blackpink снова же. Какие у вас впечатления от вашей? Вот вы были во многих странах, вы ездили в Абу-Даби, да, конечно, на концерт Blackpink? Да. Во Вьетнам, я видела, вы еще были в Таиланде, ну, теперь вы приехали в Корею. Вот. Какие впечатления от Кореи? В сравнении, допустим, с другими странами, в сравнении с Казахстаном. В сравнении с моей страной, мне тут очень нравится соблюдение очередей, культура. Мне нравится, когда все по полочкам, когда везде все так, как нужно. Красиво, да? Вот в Корее вот везде эстетика, куда ты не повернешься, везде будет очень красиво. И вот эти вот так вот люди с работы идут вот прям толпой, и на остановку они вот так вот в линию встают, как цыплята, вот так вот. Это было очень прикольно, это прям так радует глаз. Ты понимаешь, что ты вот пойдешь на остановку, и все, и ты будешь спокоен, что никто впереди тебя не встанет, никто тебя не столкнет, и везде очень чисто. Вот шел дождь, я не заморался, только промок и все. И еще что мне понравилось, на дорогах очень тихо, никто не сигналит,
Вот просто идешь и тишина. И люди вроде бы разговаривают, но как-то не шумно. И ты идешь, и так спокойно у тебя в мыслях. И ты видишь эту красоту вокруг. И вообще, это наслаждение просто. Ты что, приедете в Корею? Обязательно. Так как я получил кету, то вроде бы я имею возможность приехать 3 еще. года. Да. 3 года действует кета, многоразовые курсы, многоразовое разрешение на въезд. Я обязательно воспользуюсь этой возможностью. Так как я все-таки как-то люблю корейскую культуру, Blackpink в особенности, то мне нравится, вот, как все тут люди ходят в костюмах, как на парнях идеально сидит костюмы, вот на их фигуре. Тут все люди очень такие подтянутые, красивые. Я был в магазине, и там вот парень такой в костюме после работы с такой хорошей дикцией уже спрашивал у девушки, типа, а от чего там это средство? И она такая тоже выбирает там посуду. И этот момент прям был как-то ранний какой-то. Я почувствовал себя в сериале. Да. Вот, а как это? Искра пролетелась между ними. Завтра И я будет такой- свидание. Второстепенный персонаж. Что я тут делаю? Вырежьте меня. Еще вот эти вот, когда они ходят с зонтиками под дождем в пальто, это вообще... Тут не хватает еще slow motion и такой музыки красивой. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. После 2 концертов. Сколько я знаю, вот в Корее не удалось попасть на концерт, потому что не смогли купить билет. А когда вы жили в Абу-Даби или в Вьетнаме, что больше нравилось? И почему? Все-таки в Абу-Даби, потому что это был первый концерт. И, в принципе, мое первое путешествие за границу, когда я забронировал все сам, да. Мы поехали с мамой. До этого я был в Кыргызстане, но там все сделали за меня, компания. А в этот раз в Абу-Даби я сделал все сам. Я купил билеты, забронировал гостиницу, купил билет на концерт Blackpink. Ну и, конечно, вот ты впервые видишь свою любимую группу, и это вот ощущение незабываемое. Во Вьетнаме уже было спокойно, знаете, просто как обычно такой. За час до концерта пришел, и все. И на самом деле, да, я хоть и не пошел в Сеуле на концерт, но я сходил все равно на арену, посмотрел, как это. Было очень прикольно. Билеты еще были, но я все-таки решил не идти, потому что я уже был 2 раза, ну, достаточно для меня этого. На телевидении, допустим, как гости приглашенные. Какие передачи вы смотрите? Я люблю смотреть их интервью на английском, чтобы практиковать свой английский. И часто у них очень такой понятный английский, такой очень легкий. А корейский шоу, да, я тоже люблю. Мне нравилось Weekly Idol. Потом Всемогущие братья вроде бы. Джису недавно посетила шоу, где нужно пить алкоголь, и там происходит беседа. Это очень интересно. И вот, да, благодаря Blackpink я вот подсел на корейский шоу. Мне нравится монтаж, эти вот, как они разговаривают, как шутят между друг другом, как они там едят во время этого шоу. Это прям очень интересно. Вот, пожалуйста, продемонстрируйте. Да. Мы и сами на таком сейчас мини-шоу. В гостях у Dogfinder Корея. Да. Вы наелись? Очень. Что вам больше понравилось? Это. Называется Бульгоги. бульгоги. Это тушеная говядина. Что на говядине? Чем понравилось? Соус или чем она пропитана, такое вот сладкое что-то. И мясо так вкусно приготовлено. Тушевали его так. Офигение. Ну, хорошо. После консультации самое то. После снятия швов, точнее, вот. Это зарядило меня на весь день. На самом деле, тоже понравилось, когда я уже во 2-й раз провел. Я уже будто привык к остроте. И было вот прикольненько. Тоже такое оранжевое. Сыр там еще есть. С рисом потом. Классно. Курица не понравилась. Острое. И на этом моменте мы с вами распрощаемся, потому что у нас есть дела. Еще хотите сказать нашим подписчикам? Спасибо, что показали мне такое классное место. Я впервые пробовал корейскую кухню. Спасибо Dogfinder Корея, что были со мной и разделили этот вкусный момент Мы рады, вместе. что вам понравилось. Всем пока!